Еще раз здравствуйте. Сегодня я представляю структуру своего учения, следующую, которая называется «Учение Григория Гробового о Боге и человеке». В данной структуре учения я обозначаю, прежде всего, первичный принцип, заключающийся, вообще говоря, в следующей фразе. То есть, когда Бог создал человека и когда была выражена просьба человека о создании его самого. Если ставить вопрос таким образом, то мы здесь рассматриваем следующую позицию, вообще говоря, всего материального, информационного мира, выраженного прежде всего в теле человека. То есть человек выражен в своей форме, в том числе в физическом уровне, в теле, то здесь вот этот вопрос, который звучал изначально перед Богом, что человек обратился с просьбой создать его, он выражен прежде всего в личностных факторах самой личности. То есть вот личность так устроена, что человек прежде всего является выражением самого себя в этом плане. И когда мы хотим, например, получить эффект мгновенного излечения или мгновенной нормы событий, то мы прежде всего приходим к тому, что человек — это есть та личность, которая изначально обратилась к Богу, для того, чтобы Бог создал человека в целостном виде, где личность — это есть и физическое тело, и душа, и дух, и сознание, и единение с Богом в рамках именно вечного развития. Поэтому основной вопрос данной структуры моего учения заключается в том, когда именно человек сформулировал эту просьбу, потому что если исходить изначально из принципов свободы воли любого уровня жизни, вообще развития в мире, то значит такая просьба, вообще говоря, должна существовать во всех элементах реальности. Ибо Бог, Он не действует насильно, Он создает то, что хочет быть создано. Поэтому, когда мы исходим из этого уровня, мы прежде всего рассматриваем личность человека как богонаправленную личность, то есть богоподобную и Богом сотворенную личность. Следовательно, у человека есть уровень, где существуют события до того, как они произошли. Например, с данным человеком. Самый простой социальный смысл данных событий — это что-то происходит в обществе, каким-то образом происходит уровень развития мира в том плане, что человек может быть в одном месте, а масса событий в других местах. И вот уровень, который соприкасаем с человеком, то есть он смотрит, например, новости, и при этом является самим собой. Уровень внешний, уровень, созданный изначально более высоким уровнем, например, единого Бога в своем физическом теле, а также созданный самими людьми. Если мы рассмотрим, предположим, принципы физического функционирования мира, то поставив, предположим, перед физиками вопрос, как вообще устроены две соседние молекулы, почему они не разрываются, то ответом на этот вопрос могут быть масса физических вычислений, а может быть просто понимание личности, что они не развиваются, потому что есть некая сила, она выражается в какой-то формуле для физика. Для социолога это есть, например, внешний мир, какой-то социальный. Для философа это другое именно философское понятие. Поэтому личность каждого выражена по-своему, независимо даже от специфики каких-то специальных направлений. Но здесь приход одного человека к другому выражается всегда в событийном плане. То есть, чтобы человек какой-то один пришел к другому и задал вообще вопрос, или вообще даже просто пообщался, позвонил по телефону, должен существовать промежуточный мир, мир, так скажем, коммуникации, куда входит, например, телефон, куда входит система того, что существует Земля, система воздух, питание и так далее. Если, как мы рассмотрим, просто система-комплекс разового действия. Также и для Бога, когда Он, например, поставил перед самим собой вопрос о создании человека, эти все системы изначально уже существовали, но в личности человека. То есть с точки зрения Бога взгляд на человека — это прежде всего его собственная личность. И тогда мы понимаем, что почему Бог создал по образу и подобию человека, потому что личность его просто была отражена в действии, в создании. Почему человек изначально все-таки исключительно созидательный, ибо личность его олицетворена с Богом, с личностью Бога. И когда мы
видим, например, ну, какие-то, например, да, отклонения от созидательности, например, агрессию, злость и так далее, разрушение, то вот эта вот нестыковка с личностью исходит из того, что в момент создания событий, например, человек создает события, да, он создает машину, едет по дороге, в этот момент действие человека отлично от действия Бога в чем-то. И если человек находится в среде, полностью созданной Богом, например, земля, воздух и так далее, сам человек, да, то почему вообще возникает отличие от задачи Бога, например, вечного развития? Или, например, там, бессмертие изначально от уровня создания любого уровня, да, материи, то ответом на этот вопрос опять является свобода выбора личности человека. То есть он может выбирать знания, а может считать, что он лично находится в этом мире, и мир как бы, ну, находится под его уровнем контроля, и вот он там перемещается на той же машине, но при этом он не ощущает, например, связи с Богом, да, с внешней, там, например, природой, средой, с другими людьми. Как только он входит в это ощущение, ну, есть такие понятия, там, контакт с космосом, да, или, например, молитва, при этом у него происходит гармонизация, по крайней мере, в духовной сфере. Но почему не всегда происходит гармонизация моментально, предположим, в физической сфере, а изначально в духовной? Потому что дух, как бесконечное понятие, все равно существует в рамках любой информации. Также и для человека вопрос был сформулирован в духовной сфере для физического тела единого Бога. И, ну, вопрос просьба, да? Почему я называю именно вопросом? Потому что человек же, он считает, что не получил сразу ответа, будет ли, да, он, например, создан. И отсюда возникла логическая фаза развития человечества, что он задал вопрос в, как бы, просьбе создания, всегда существует все-таки вопрос, да, неявный вопрос. Потому что, ну, например, просьба есть, а будет ли он создан? Поэтому вот этот вот вариант неявного вопроса, и этот вариант он породил фактически в том, что в явной просьбе существует вопрос последующего действия, да? Следующий мир оказался непредсказуемым во многом, как бы, логическом плане понимания, хотя в духовном плане ответ уже существовал. Духовно Бог уже создал человека, ибо он просто свой образ как бы возымел в своем восприятии. Получается, что вопрос был сформулирован в духовной сфере Бога, что для человека восприятие означает физическое тело Бога. То есть человек увидел самого себя изначально, а только потом был создан. И получается, что, ну, в данном случае вопрос тогда, чем он увидел, да? Здесь возникает сразу же статус души. Поэтому, когда мы говорим о Боге и человеке, душа, дух, физическое тело, сознание Бога и человека – это единый уровень, на самом деле, боговоплощения в бесконечном развитии именно человек. И когда мы рассматриваем в этом контексте, как вообще нам, ну, практически применить механизм, да, данного понимания мира, то здесь он, в общем-то, достаточно просто просматривается хотя бы в том, что если мы рассматриваем духовную сферу Бога с точки зрения восприятия человека как физическое тело Бога, то есть если человек находится в духовной сфере Бога, то он видит физическое тело человека и Бога одновременно. То есть физическое тело Бога для него явно видно только через духовную сферу Бога, и причем единого. Получается, что механизм – это достаточно очень, ну, четкий механизм для излечения там, от любых там, вирусологических заболеваний, любых заболеваний, имеющих, там, например, там, предположим, вирусологический тип, в том числе некоторые злокачественные процессы также развиваются по крайней мере, схематичной модели. Поэтому, когда мы имеем, предположим, там, модельное развитие по вирусологическому типу, ну, какой-то формы там, рака, например, то, ну, предположим, там, наложение графиков функций показывает, что это почти как вирус, да? Мы можем целый комплекс заболеваний решать тем, что всего лишь навсего помещаем функцию своего сознания в духовную сферу Бога и одновременно видим, например, там, да, физическим зрением или там, духовным зрением, зрением души, видим физическое тело единого Бога. Духовное совмещение восприятия человека этих двух сфер приводит к полной чистоте физического тела человека. И когда мы занимаемся
например, таким уровнем совмещения, то, предположим, под вирусологическую природу можно ввести целый комплекс там, ситуаций, ну, аномалий, предположим, там, вирус войны, да, некие разрушения. Таким образом можно нормировать и социальные события. То есть прикладной механизм нормы в исследовании, да, в понимании процесса взаимодействия Бога и человека в их совместном развитии приводит к существенному и очень сильному, именно прагматичному уровню реализации именно физических событий. И вот когда я задал вопрос такого плана, что почему сначала все-таки мы видим реализацию на духовной сфере, а уже позже, например, да, мы получаем, предположим, реализацию на физическом уровне, то для Бога это одно и то же свойство, да, внешнего и внутреннего мира. Для него действие в физическом мире происходит практически так же одновременно, как и в духовном. И с точки зрения, ну, логики это понятно. То есть сознание позволяет понять, что для Бога действительно какая разница. Либо это информация, либо какое-то любое движение в физическом мире. Но чтобы этим свойством овладеть и иметь, например, мгновенное разрешение ситуации, ну, например, с точки зрения предотвращения возможной глобальной катастрофы, да, не сработал датчик запуска там, какой-то космической программы и не полетели ракеты с ядерной боеголовкой. Для этого необходимо, получается, всего лишь навсего, с точки зрения данной практики, суметь духовное и физическое объединить. То есть ваш личный импульс по воздействию, чтобы не было этого явления, самозапуска или там искусственного запуска или развязанной войны, да, и чтобы это отразилось на физическом уровне реально. Потому что человек воспринимает практически, ну, все-таки большой спектр информации, и выделение единого спектра, что вот сейчас надо именно сработать, чтобы не произошло это действие, это часто действие должно быть мгновенное, сопоставимое с действием единого Бога. И когда вы начинаете действовать, это действие происходит действительно мгновенно, то вы видите, что предотвратить, например, возможную глобальную катастрофу, это часто очень, в общем-то, даже легкое для человека действие, естественное, и сила берется как бы мощная и адекватная, то есть совершенно точно. В тот момент, когда какое-то там личное действие, ну, которое не связано с макрозадачей, на него надо тратить какие-то усилия, технологии для того, чтобы его решить, да, этот вопрос. Так вот, здесь разница именно в том и заключается, что события личности человека, ну, направленные как бы в частные задачи, в первую очередь направлены в том числе на исследование реальности, да, на изучение свойств, законов, систем взаимодействия человека как бы с разреженной фазой реальности, там, где нет изначально там макрозадач Бога. И тогда Бог дает ему право выбирать. Да? Выбор существует достаточно в серьезной степени, чем ну, больше мы занимаемся какими-то частными задачами, чем больше существует вариантов решения. Но в задаче спасения всех от возможной глобальной катастрофы там, в принципе, выбора практически реально его там нет. Там в любом случае все спасутся. Бог уже не разрушен, значит, человек он не может быть принципиально разрушен. И отсюда следует, что почему, например, там те же случаи там, воскрешения, которые были и в историческом прошлом, да, происходят сейчас, часто случаи мгновенные, ну, как будто бы просто-навсего человек вот здесь он, ну, как бы появляется, и он как будто бы и никуда не исчезал, то есть нет элемента трансформации. И здесь, ну, та же, например, картина воскрешения Лазаря, да, Иисус, когда уже там тело находилось в стадии биологического разложения, он вышел, не было никаких признаков. Здесь получается, что вот эта система трансформации, она происходит именно в том ракурсе, где человек объединен с Богом, и он становится богоподобен, то есть он неотличим в плане статуса реакции на внешний мир. Тогда, получается, для него уже нет процессов разложения, например, да, каких-то процессов даже, в общем-то, болезни, по сути. И получается, что для того, чтобы канонически, ну, там, развивать систему будущих событий, так как это делается именно с точки зрения Бога и Бога, именно находящегося в своем едином физическом теле, то здесь важен очень принцип совмещения с действием Бога, задачами Бога, но по сути самим Богом. То есть, когда человек ощущает себя неразрывной частью именно единого Бога. И вот здесь существует ответ на вопрос, когда человек задал этот вопрос, потому что он же еще не был создан, и получается, да, кем
ну, как бы, какой составляющей, да, своей личности он задал этот вопрос. И вот составляющей личности является сам Бог. Следовательно, Бог изначально имел личность человека в себе, да, это его неразрывная составляющая, которая, ну, спроецирована на Вселенную, ну, скажем, родила массу явлений, там, событий. И эти события, по сути, они развились именно как стремление Бога к человеку. То есть он хотел показать, что любое явление может быть развито до уровня богоподобия, то есть до уровня самого себя. Если задуматься о психологии физического тела единого Бога, зачем он так сделал, то психология достаточно, с точки зрения человека, она понятна. Есть единый Бог. Естественно, он хочет реализовать ситуацию так, чтобы показать, что он ну, может, да, понятие всесильности, оно однозначно ему понятно, он это понимает и знает. Другой вопрос, что он хочет практически показать, что созданная им реальность, там, созданный человек, он такой же, и он будет тогда не одинок, да? Задача, например, одиночества Бога, это задача, ну, во многом даже не философская, потому что для человеческого сознания Бог, единый Бог, тогда возникает вопрос в человеческом сознании, а получается, что он одинок. Как же сделать так, чтобы он не был одинок? Тогда он должен сделать так, чтобы люди были равны, по крайней мере, в вечном развитии. И здесь получается, что это, с точки зрения психологии человека, это задача одиночества, да, решение задачи одиночества Создателя, и в том числе физического тела единого Бога. Получается, что мы имеем на духовной основе бесконечную систему, где нет времени, то есть вопрос, заданный, например, сейчас, он вполне в духовной сфере попадает сразу же мгновенно в сферу прошлого, там, где он еще не был задан. То есть логически сознание устроено так, что оно очень сильно развивает систему управления как бы в плюс бесконечность, да, в минус бесконечность, и смыкается опять в личность человека. То есть, по сути, для человека времени не существует. Если вот взять, например, клетку человека и замерить временной интервал, ну, предположим, там, замаркировать время и, значит, отметить связь событий каких-то со временем, там, да, с физическим телом человека, то взять, например, внутреннюю клетку, ведь клетка воспринимает только состояние организма, по сути, и только человек через зрение воспринимает какие-то внешние события. То есть внутренние системы могут не воспринимать времени. То есть они построены так же, как и, например, клетка Бога. И если мы такую клетку в себе находим, то мы можем оздоровиться практически сразу. Для этого возникает вопрос, как эту клетку найти. Да? Причем мы можем, в общем-то, как бы найдя клетку Бога, да, в своем физическом теле, не просто восстановиться, например, лично, но и решить вопрос там, того, что нет возможной глобальной катастрофы. И вот этот поиск этой клетки, это опять вопрос на тот же совершенно, ну, как бы вариант, что ли, развития. То есть фактически это практически, может быть, даже, можно так сказать, здесь скорее точнее, что будет вот именно для реализации, что ли, управления, будет точнее, что здесь человек задает вопрос самому себе, таким образом, а как он вообще выразил просьбу Богу о его собственном создании, если мы приходим на клеточный уровень. Потому что для человека всегда существует принцип свободы выбора, да, вот сказать, там, взять человека, ну, в принципе, любого, и сказать, вот, Бог создал, и все, да, и там, выполняя, например, какую-нибудь программу, что-то там реализовывая, в принципе, если человек очень свободолюбив, он может сказать, задаться вопросом, а вообще он был ли согласен, сам человек, например, да, на элемент изначального создания. Естественно, что Бог оставил ответ на этот вопрос так, что это был свободный выбор человека, естественно. Бог всегда дает полную свободу действий. И когда человек задает вопрос, например, самому себе, с точки зрения, ну, там, клеточной, да, своей структуры, то ответом на этот вопрос является на духовной сфере существование самого Бога, который и решает этот вопрос за него, да, как бы вот вера человека, то есть духовное знание человека, когда человек дает именно уровень больше, что ли, развития, ну, в общем-то, окружающим за счет своих знаний собственных.
То есть он набирает знания для того, чтобы приносить пользу, например, обществу, да, или в каком-то личном своем деле. И когда мы решаем, например, этот вопрос таким образом, что, например, у человека есть задача там, быть здоровым там, или восстановиться, да, решать сознательные задачи общества, то без ответа на этот вопрос, когда он задал именно просьбу, вопрос Богу о его собственном создании, человек все равно как бы в одном каком-то звене становится вот, ущемленным. То есть он может, в принципе, не задавать этот вопрос, но тогда он будет все равно чувствовать некое угнетающее положение. Как же так? Ну, он же все-таки не механическое там, соединение, созданное, да, и все, и вынужден выполнять одну и ту же волю там, какой-то программы. Значит, этот вопрос где-то существует. Когда мы начинаем опускаться ну, на уровне там, физиологии, да, к решению, где материальное место этого вопроса в человеке, то мы приходим туда, ну, по крайней мере, к атомарному уровню. Вот атом – это и есть концентрация и вопроса, и ответа на этот уровень. Если мы входим, например, в атом, да, или в более там, ранние структуры и начинаем рассматривать связь, например, Бога и человека, то эта связь заключается в том, что происходит определенный уровень перехода, где микросистема мгновенно превращается в макросистему. И вот этот уровень – это и есть личность человека, который уже имеет ответ на этот вопрос. То есть почему человек часто многие вопросы просто знает. И знает, что вот что-то должно произойти, да? То есть вот ответ на этот вопрос для человека – это есть его следующее знание. Ну, например, там, управляющее ясновидение в данном случае. Можно так трактовать, но это как частный случай. Управляющее ясновидение. На самом деле речь идет о том, что он там напрямую контактит с Богом. Получается, что выход в микроуровень, да, там, в атомарности мы выходим на прямой контакт с Богом, потому что, в принципе, логически и так понятно, Бог же организует эту микроструктуру в данный момент. Следовательно, человек контактит, например, видя, да, что делается. Значит, знание – это также ответ на этот вопрос. И вот здесь я как раз-таки не определяю место, где в знаниях человек на этот вопрос отвечает. Знание создано для того, чтобы ответить, в том числе для этого, на вопрос ну, мироздания, на вопрос изначальной организации человека. Если бы человек был там, механической структурой, там, подчиняющейся какой-то некой насильной воле, да, то он бы тогда не имел уровня стремления к бесконечным знаниям. Следовательно, когда мы хотим ответить на этот вопрос с точки зрения логики, мы можем сказать, что элементом изначального вопроса было знание человека о том, что такую просьбу можно Богу сформулировать. Значит, получается, знания существовали, да, до организации человека, но знания человека. И, значит, если мы рассмотрим вариант, например, знаний, как они взаимодействуют, например, да, с личностью человека, то получается, что знания, по сути, они обладают свойством единства в плане, например, созидательного развития. Когда мы, ну, например, вот по данной структуре моего учения рассматриваем систему распространения моих технологий, то здесь действие Бога, оно олицетворено в том, что человек понимает это действие. И от понимания происходит мгновенное распространение все-таки всем. Вот достаточно одному понять правильно, знание моментально передается всем. Значит, получается, был изначально ну, какой-то человек, да, который эти знания имел. Но этот человек, получается, он же и сам Бог. То есть изначально первый человек, который сам воссоздался, это и есть Бог. Следовательно, мы переходим уже к уровню, ну, как получается, опять единому уровню, где самовоссоздавшийся Бог создал именно такую свою собственную форму, как форма человека. И тогда возникает вопрос, почему он создал, если уж как бы дальше развивать эту систему понимания, почему именно в таком ракурсе, да, следовательно, он видел благоприятное, да, вечное развитие людей, то есть он избрал единую возможную форму из всего сочетания событий, по сути. Раз он не ошибается, значит, ему как бы вроде бы это было сделать элементарно. И, следовательно, значит, возникает следующий вопрос, почему именно такая форма, значит, ну, например, там, форма человека, форма Земли, да, или каких-то молекулярных соединений, является формой, ну, оптимальной с точки зрения, например, да, единого Бога, и физического тела единого Бога. А потому что сознание человека устроено так, что оно непрерывно связано с сознанием Бога. Вот в сознании человека есть
уровень, который постоянно связан с сознанием Бога. Фактически это сознание Бога, но в начальном уровне создания самого Бога. Вот здесь есть и ответ на вопрос, почему в знаниях человек уже имел знание, что существует эта просьба, да? Ведь факт существования – это уже все-таки некая информация. Если мы хотим что-то сформулировать, то мы можем сформулировать только то, что существует хотя бы как мысль. А если исходить из того, что данная система развивается только исключительно по воле Божией, например, там мышление человека, то получается, что это пространство заведомо должно быть сначала создано, потом мысль должна быть реализована. И чтобы отойти от таких ограничений логического мышления, Бог показал, что душа человека, она бесконечна. То есть душа содержит все элементы и вопросов, и ответов, и в душе фактически содержатся все ответы на, в общем-то, поставленные вопросы, заданные вопросы или не заданные вопросы. Еще один ответ на этот вопрос с точки зрения логики даже души, что душа содержит все, что человек, например, не может логически осознать, но на уровне души человек эти все вопросы решает, иначе равновесие мира было бы здесь нарушено, и даже, например, процессов силы и тяжести могло не происходить в той степени, как это происходит, например, сейчас. И исходя из этого процесса, мы можем сказать, что душа человека, как некий законодательный уровень этого мира, определяет какие-то внешние события, связанные с тем, что если, предположим, силу тяжести надо уменьшить, предположим, телепортационный эффект, уменьшить реально вес какого-то груза, который стоит на весах. Самый простой вариант – это взять, выйти из оптического уровня души человека, он имеет свою природу, позанимавшись, можно определить индивидуально для каждого, как это свечение выглядит, и войти в контакт, с душой, то есть с уровнем внутреннего сознания, с фундаментальной структурой объекта какого-то, который стоит на весах. Как только человек вошел в эту систему, то здесь получается, что мы имеем очень простой уровень связи, что, предположим, мы можем просто звуковой природой, смоделировав звуковую систему, просто своим, например, голосом, видоизменив структуру голоса, например, даже так, что человек мысленно может говорить несколько другой структурой голосовой. То есть мысленно можно говорить разным тембром, например. И введя структуру, отличающуюся от обычной, он может таким образом объект приподнять, то есть уменьшить вес. И если мы, например, эти законы начинаем изучать, с точки зрения того, чтобы вывести какую-то злокачественную клетку из организма, самый простой элемент – создать для иммунной системы, например, уровень того, что иммунная система быстрее определяет эту клетку, заключается в том, что вы всего лишь навсего придаете другие, в том числе весовые характеристики этой клетки. И ее засвечиваете, перед своей же собственной иммунной системой. И сразу же ее распознание, разрушение данной клетки. То есть механизм с точки зрения, именно структуры моего учения о Боге и человеке приводит к тому, что мы сможем на уровне уже души выявлять и реализовывать структуру лечения. Но это не обязательно только лечение, это может быть управление любым событием, воскрешение. Если мы говорим о воскрешении, то вибрационный уровень, например, звуковых параметров может быть, наоборот, связан с тем, что звук надо ставить не внутрь системы, а над системой. И тогда происходит, например, воскрешение в данной точке. И если мы говорим об точке или области информации, именно которая является производящей какое-то действие, то мы опять приходим к Богу, причем к единому Богу, и причем имеющему единое физическое тело, потому что источник один. Сознание человека так устроено в действии, особенно в действии спасения, что визуализация именно того, что мы видим, происходит создание по уровню, в общем-то, единичного сигнала. Если мы видим, например, в данной точке воскрешения, значит, мы видим действие все-таки единого Бога, то есть действие того, что у него есть единое физическое тело. И получается, что любое событие здесь рождается же фактически Богом
все равно, то есть стремление человека к какому-то действию, и происходит какое-то событие, это же событие все равно посылает Бог, то есть фактически создает, да? Следовательно, действие человека – это постоянный диалог с Богом в данном контексте. И чтобы, например, данный диалог был продуктивным, да, оптимальным, там, следующим цели развития, надо уметь слушать тогда Бога. Вопрос возникает, чем тогда слушать? Опять мы приходим к тому же самому изначальному вопросу. Когда человек формулировал просьбу перед Богом, например, о его собственном создании, он же отсылал просьбу каким-то звуковым, что ли, элементом восприятия там, физической, например, да, сущности Бога. Следовательно, человек же знал, чем слышит Бог. Еще даже когда он не был, да, создан, получается. То есть личность человека настолько развитая, что она охватывает даже структуры до собственного сознания. Причем структуры совершенно точные. Если сейчас спросить, там, предположим, у человека, где находится, например, там, ухо Бога, да, то наиболее, может быть, просветленные люди могут просмотреть информацию и найти сопоставимый уровень. Или же кто там, по моим техникам там, может развиться там, и найти, да, эту систему. Так вот, получается, что личность человека, она настолько многорезервно развита, что когда он уже создан был, он, естественно, знает, да, что где находится. То есть всего лишь навсего как бы уровень, что ли, отсылки сознания человека или там направления сознания человека, пересылки фракций, даже единичной фракции сознания человека в систему до его создания позволяет получить совершенно четко весь механизм, как Бог создавал даже уровень этого вопроса. То есть самый начальный уровень работы Бога. Ведь мы, когда видим начальный уровень, то есть вот строится дом, нам понятно, да, по кирпичикам, если он уже построен, то сложная коммуникация, приходится думать. Если мы смотрим напрямую, уровень ясный, да, уровень души, душа смотрит ясно, там часто процесс мышления не задействован, но зато там все понятно сразу. Душа, следовательно, смотрит всегда через уровень изначальный, где Бог только начал создавать. И когда мы, значит, рассматриваем процесс, значит, куда говорил человек, то, значит, он, естественно, не ошибался, когда говорил в самый начальный уровень создания фактически всего, да? Когда он говорил сюда, выражал просьбу, то получалось, что, естественно, Бог ее однозначно воспринимал. Следовательно, уровень диалога с Богом, самый начальный, это уровень создания по начальному уровню, что ли, всей материи, так как Бог задумал весь мир, и как Он хочет, да, чтобы он развивался. Здесь, в принципе, уже понятно, на начальном уровне уже понятно, как Бог хочет. И здесь возникает несколько такая парадоксальная ситуация. Еще ничего вроде бы, в комплексе не создано, а здесь уже все ясно, да? Где находится вот это знание. Чтобы построить какой-то дом, все равно нужно хотя бы чертежи. А если начались только процессы, например, нанесения первой линии, то чертежа же еще нет, да? Но человеку уже все ясно, где находится это знание. Так вот, человек имеет такую духовную структуру взаимодействия духа, души и Бога, где изначальный уровень фактически, вот это вот, если соотнести с линией, да, эта линия, она фактически является уровнем, где человек начинает разделять уровень души, уровень Бога и уровень человека как такового. То есть человек делает здесь, Бог творит все, например. То есть вот первичный уровень разделения, то есть первичный импульс человека, то есть свой импульс. Человек делает свой первый импульс разделения и дифференциации объектов. Получается, что первый импульс он же делает самостоятельно. В чем особенность? Что он делает самостоятельно, он абсолютно свободен, и он может, его, в общем-то, сделать любым на самом деле. Значит, и когда мы рассматриваем элементы именно абсолютной сознательности, вечного развития человечества, то первичный импульс – это и есть абсолютная свобода воли человека. Первый импульс разделения, но он-то содержит всю базу. То есть человек имеет право выбрать, практически имея весь вариант, что ли, событий, развития мира,
он делает какой-то один импульс первичного разделения. И по первой штриховой линии он уже знает, что существует 1, 2, 3 или там 10-й дом. Или любое событие. То есть человек находится в той системе, что он имеет абсолютно все знания, и с точки зрения Бога. И из них выбирает что-то конкретно свое. То есть человек, получается, всегда совершенно свободен. С точки зрения Бога он всегда свободен. Просто он движется в структуре как бы личного выбора все время. И почему, вот, например, да, такой механизм дал Бог человеку? Почему бы, например, ну, казалось бы, проще сделать какие-то там ограничения, что вот только Создатель, никаких болезней там, и все. Но получается, что тогда мы говорим об, ну, как бы автономной системе, и именно такой, когда Бог управляет, но Богу нужен тот, кто равен. И тогда получается, что вот принцип равенства или принцип отсутствия одиночества, да, это принцип именно богоугодный. То есть люди должны вечно, бесконечно развиваться. То есть, ну, там, больше рождаться, какие-то осваивать территории и так далее, и так далее. Это как бы логически ясно, да, почему нельзя уничтожать, там, тем более социальные системы. Отсюда исходят, ну, все это, да, законы жизни человека, общества. И когда мы хотим эти законы применить в условиях именно глобального уничтожения возможного, то здесь уже единение с Богом – это насущная необходимость человека. То есть он должен уметь так с ним объединиться, чтобы то, что он делает, не разрушило его самого, то есть человека. Бога-то разрушить невозможно. И получается, что вот это вот единение, связанное, ну, на духовной основе, вполне способно превратить, предположим, там, ядерный взрыв, там, или начало даже ядерной реакции. Если мы говорим о механических способах, то есть следственных системах, например, человек создает какой-то прибор, там, который останавливает там, начало ядерной реакции. В принципе, да, это, конечно, можно сделать, но тогда можно остановить, например, одну реакцию, да? Одна бомба или там 10 не взорвется. Насколько ресурс зависит от просто технической системы. Техническая система – это то же самое, что Бог создает в данный момент. И получается, что единственный выход для человечества реальный – это просто быть, ну, как, настолько сильным, так же, как и Дух Бога, который вполне может преодолеть любой там ядерный взрыв, потому что это же тоже проявление, идущее от свободы данной личности человека, свободы, которую дал Бог. И вот распорядиться этой свободой, естественно, это уровень объединения человечества в плане духовного, правильного духовного развития. Ну и к тому, чтобы остановить там глобальную ядерную, там, химическую, бактериологическую, достаточно часто иметь, ну как бы даже, чтобы она не началась знания, да, а чтобы остановить, могут здесь использоваться, я считаю, только вот именно духовные знания, реально остановить, причем в вечном развитии. Например, мы ну, создали там химическое какое-то оружие, бактериологическое или там ядерное, да, но насколько нам известен внешний мир, например, какие гарантии, что не существует, например, да, более там мощной системы разрушения или очень большой комет. Кометы ясно, что существует. Тогда, чтобы человечество вечно развивалось, только единение с изначально Создателем, то есть с Богом, и Создателем, например, там, создателем технологий, да, там, человеком или группой людей, которые создают эти технологии вечного развития, может реально предотвратить, ну, предположим, там, падение кометы, то есть реально обеспечить вечное развитие. Иначе как бы другого-то и выхода нет, потому что мы можем предполагать, что там человечество настолько развито, что любую систему берет под контроль, да, но это только могут быть предположения. То есть единственным фактом доказательства, что это действительно так, является духовное развитие человека, развитие его души, духа, сознания, а следовательно богоугодный, богоподобный уровень, где отождествление фактически с Богом дает возможность реально знать, что так и будет, что человечество будет вечно развиваться и не будет уничтожения этого вечному развитию. Следовательно, у человечества, вообще говоря, с точки зрения там, духовного знания, есть, конечно, единственный путь – это богоединение. Быть подобными в плане там, действия вечного развития Богу, знать механизмы его действия, действовать так, чтобы значит, человек сумел, ну что ли, слышать и видеть Бога. Если слышать – это изначальный уровень, да, развития, как я сказал, там, где еще ну, информация,
статус внешнего мира, он еще не полностью проявлен, то видеть это все будущее, чтобы видеть глазами, там, духовным зрением, например, зрением души, то это, наоборот, там, где уже все создано. И получается, что когда мы то, что слышим, например, да, вопрос заданный словами же, я имел в виду, то есть просьба была сформулирована все-таки словом. Здесь я имел в виду, что слово было изначально. Вот почему, если мы рассматриваем, там, предположим, понятие просьбы, да, то для человека эта просьба была же сформулирована, следовательно, она была сформулирована все-таки словом. Он же не на пальцах показал, что вот, там, как его, да, построить. И, следовательно, слово получается, что содержит весь элемент информации, то есть любая звуковая форма содержит, да, весь объем информации. Следовательно, понятно, что если даже дать в начальный уровень, все равно весь объем есть. В слове содержится ответ. Бог сразу дает ответ. Он уже есть у человека. А в зрении, то есть именно в бесконечном уровне развития, когда человек хочет, например, посмотреть в будущее и увидеть там, например, да, весь объем событий, то мы имеем как раз-таки то, что мы видим свое физическое тело. В данном случае, когда мы смотрим именно на все события будущего, тело мы можем видеть как тело абсолютно здорового человека. И при этом душа имеет гармоничное совершенно развитие. То есть достаточно получается, что только человеку рассмотреть практически все события будущего и сквозь, скажем, свет этих событий посмотреть на себя, он в этот момент должен быть абсолютно здоровым и иметь совершенно гармоничную душу. То есть получается, что значит, он выбрал логически какой-то статус для себя, потому что, как я сказал, Бог дает все системы событий, человек выбирает, то человек при внешнем просмотре выбирает всегда физическое тело здоровое и, например, там, да, гармонию души. И, следовательно, это естественная позиция человека. То есть совершенно естественно, когда человек здоров, он там гармонично, вечно развивается, это получается его личный выбор. И получается личный выбор человека – это есть те события, которые вечные в данном контексте. И данную именно позицию я разобрал больше как позицию действия, то есть человек посмотрел, и я ее поставил так, что если есть слух, и если есть звук, да, то где есть зрение? Так зрение, то есть когда мы видим, да, сознательно видим, это есть здоровье, это есть вечное развитие. Это, может быть, еще звучит в определенной степени как сопоставление фразеологического, да, и уровня действия, то есть и действенного уровня, так можно сказать, то здесь мы видим, что если взять за аксиому, что весь материальный мир это есть всеобщая воля проявления, то в данной воле проявления получается и воля Бога также соединена с волей человека. То есть достаточно посмотреть извне, да, через все события, вы увидите самих себя. Но именно себя причем. Вот если все события, если вы хоть одно событие не учтете, вы можете видеть какую-то вариабельную систему, то есть нечто, какое-то другое событие или только какую-то часть событий. Поэтому получается, что вот я все время ставлю вопрос о зрении, да, человека, приравненного, например, к зрению Бога. Вот, и чтобы теперь посмотреть, как видит физическое тело единого Бога, то ясно, что физическое тело единого Бога через все события видит человека всегда в абсолютно здоровом состоянии и с гармонией. То есть изначальное видение Бога, как Бог хотел бы, да, воспринимать человека, это в таком виде. Следовательно, диалог именно человека с Богом заключается в том, чтобы объединить видение человека по именно как бы траектории по законам Бога и естественное видение Бога. То есть если человек как бы должен напрягаться, то есть он должен вставить в план управления все события, то есть строить специальное управление, то для Бога это естественно. Поэтому естественное положение мира, когда человек здоров, имеет вечное развитие, он счастлив, да, у него абсолютно все нормально. И получается, что
А вот этот статус человека – это то, что человека всегда создает. То человек так устроен. Если вот вы к себе прислушаетесь, то эта позиция у вас всегда существует. Это и есть то, что хочет Бог. То есть естественное, нормальное, здоровое, бесконечное развитие, там, счастливое, да, ну, во всех хороших тонах именно человек. И ясно, что Бог, естественно, плохого не творит. Следовательно, умение выбирать, например, правильный путь, это значит и слышать, и видеть, да, но надо же еще и идти, там, двигаться, какие-то действия совершать, то вот эти вот все, ну, фактически движения, да, которые связаны с тем, что действия, которые вы совершаете, это взаимодействие все-таки с внешней реальностью, там, с внутренней реальностью, то вы приходите к тому, что у вас есть уровень, где контакт с Богом очень плотный, он совершенно как контакт на физическом уровне. И вот это и есть ваша изначальная организация, где вы видите, что физическое тело человека, например, да, плотно контактирует с физическим телом Бога. И здесь происходит именно организация, например, человека, в том числе взаимоорганизация Бога и человека. И вот этот вот плотный физический контакт, это есть в том числе, как одно из проявлений событийного плана, это есть весь внешний мир. То есть, чем вы плотнее контактируете, да, с физическим телом Бога, вообще, в принципе, со всей сущностью Бога, то тем более емкими и концентрированными становятся события физического плана, но при этом они могут за счет как бы, ну, сильного контакта, да, могут искажаться. То есть слишком сильный контакт, да, слишком там, сильная воля, да, человека, это есть тоже определенный уровень искажения, как бы оптической фазы событий, как бы вот. И получается, что когда мы смотрим на события за счет точности контакта, когда у человека все гармонично, да, скажем так, просто, легко, и человек при этом может, например, себя уподобить именно в плане действия по уровню богоподобности, то здесь, получается, должна быть гармония, да, и слуха души, да, и зрения, и восприятия, когда гармония – это есть то, что человек, в принципе, как бы в душе правильно делает. То есть он совершает правильные действия с точки зрения и Бога, и человека, и общества, вообще всех явлений природы. И вот этот вот уровень правильности, как бы точности фактически, это уровень вашей личности, где личность человека, она, ну, в общем-то, на равных работает с личностью Бога по общему фактически делу, да, вечного развития. Вот этот уровень, что ли, ну, своеобразного, в общем-то, равенства в плане действия, по крайней мере, это и есть уровень точности. Уровень точности, который можно очень четко ощущать, иметь фактически, да, в себе, как свой внутренний уровень развития. И в качестве конкретной практики по сегодняшнему семинару я предлагаю вот этот уровень точности за счет технологии сегодняшней лекции найти в себе самостоятельно. И вот этот уровень точности, это и есть уровень фактически абсолютного познания, то есть стремления и реализации системы познания, и в том числе это уровень, вообще говоря, нормы. То есть, войдя в этот уровень, вы можете иметь и норму здоровья, и норму событий, фактически одновременно. Таким образом, я заканчиваю семинар на сегодня. Спасибо за внимание.